Привет, друзья! Сегодня хочу поговорить с вами на одну очень важную тему, которая была и будет актуальной во все времена. Ведь помимо возможностей и перспектив, Киев еще и полон изобретательных людей. И, увы, не всегда эти люди направляют свои таланты на благо общественности. Большинство мечтает быстро и легко обогатиться за ваш счет, и проще всего это сделать, конечно же, придумав супер хитрую схему, с помощью которой получится развести вас на деньги. Учитывая, что с каждым годом мошенники находят все больше новых способов и придумать все более жесткие и изворотливые схемы, как кинуть людей, решил поделиться с вами самыми частыми случаями подобного кидала, ведь мне есть что вам рассказать. Итак, поехали. Одна из самых популярных сфер деятельности мошенников – это развод на деньги во время поиска жилья. Тут нужно быть начеку всегда, поскольку в Киеве, где и студенты, и приезжие постоянно ищут квартиру, эта тема процветает, и различных схем есть огромное множество. Расскажу про три самые популярные. Первое. Риэлторы предлагают вам базу с актуальными данными квартир, которые сдаются в аренду, но за это просят небольшой платеж. Это может быть как 150-200 гривен, так и, например, 500 и больше. После оплаты вам пришлют базу, но как только вы начнете прозванивать якобы реальных хозяев квартир, выяснится, что никакие квартиры никто не сдает. Номера все фейковые, либо же вообще не рабочие. А от риэлтора, который впарил вам эту базу, уже и след простыл. Во второй схеме вы тоже должны сделать проплату, но на этот раз уже не за базу, а за просмотр квартиры. Вам расскажут о том, что именно на интересующую вас квартиру уже есть огромная очередь, сыграют на всех ваших чувствах и страхах, что вы можете упустить самый лучший вариант, и плавно подведут к тому, что если вы желаете первым приехать на просмотр, вы должны сделать аванс. Тут уже ставки повыше, и обычно суммы доходят до 1000 гривен и более. В панике, чтобы не упустить возможность снять отличную квартиру в отличном районе по отличной цене, вы, конечно же, спешите забронировать свой предварительный просмотр на особых условиях. Еще и с учетом, что в Киеве действительно нелегко быстро найти и арендовать хорошее жилье. После оплаты, как вы поняли, никто больше с вами на связь не выйдет. И третий, самый жесткий вариант. Ваш псевдориэлтор или условный хозяин квартиры просит и даже настаивает, чтобы вы приехали на просмотр квартиры с полной суммой денег, которую вам нужно будет заплатить за аренду. С одной стороны, все логично, понравилась квартира, устраивают условия, чего же откладывать. Можно сразу же на месте подписать все бумаги, получить ключи и заселяться. Но такая ситуация может оказаться самой настоящей западней, где человек, который показывает вам квартиру, окажется самым настоящим аферистом и вымогателем денег. Угроза, а возможно и силой, он отберет ваши деньги, выставив вас за дверь. И до свидания, и ваши денежки, и ваша квартира. Поэтому на подобного рода встречи желательно ездить с кем-то, или хотя бы попросить кого-то из близких быть с вами на связи в это время, предварительно сообщив ему координаты, куда вы едете. Ребята, запомните, ни один настоящий риэлтор никогда не попросит у вас никаких авансов ни за базу, ни за просмотр. Риэлторы берут оплату исключительно после подписания договора аренды между вами и владельцем квартиры. Только после этого вы платите риэлтору деньги за проделанную работу, а не тогда, когда он еще ничего вам не подобрал, никакие варианты не показал и уже требует каких-то взносов. Обычно услуги риэлтора составляют половину месячной аренды жилья. Если же у вашего риэлтора какой-то другой тариф, нужно выяснить это заранее, пока вы еще не влипли во всю эту историю. Подобные схемы уже стали классикой, и в Киеве вы уже давно никого не удивите тем, что вас кинули во время поиска жилья. Поэтому будьте очень внимательны и не принимайте поспешных решений, основываясь на эмоциях и стороннем давлении. Еще одной популярной темой являются разводы на ставках в интернете. За легкими деньгами к букмекерам приходят тысячи людей, и зная это, сюда, конечно же, приходят и мошенники. Они обещают вам помочь якобы разорить букмекера, но на самом деле единственная их цель – забрать ваши деньги. Например, одна из схем — это договорные матчи ВКонтакте и Телеграме. Сейчас соцсети просто кишат а-ля проверенными информаторами, каждый из которых предлагает купить исход якобы договорного матча. Звучит очень заманчиво: купил себе заранее известный результат, поставил на него букмекерскую контору и получил гарантированную прибыль. Одна проблема – вас обманывают. Купив результаты подобного договорного матча, вы можете надеяться исключительно на везение. В реальности же продавец ничего не знает об исходе игры.
По большому счету это обычный прогноз, и он может оказаться как выигрышным, так и проигрышным. Зато если ставка на первый матч сработает, то многие клиенты будут покупать эти псевдодоговорные матчи и дальше. Однако, рано или поздно вы все равно пролетите с результатом, и на этом этапе мошенник скроется, забанив вас в соцсетях или мессенджере, через которые вы ведете коммуникацию. Поэтому, если вы видите подобные предложения о продаже результатов на договорные матчи, знайте, это всегда развод игроков на ставках. Или же когда мошенник звонит и выдает себя за чего-то сына, внука, брата, обманывая, что он попал в аварию, или с ним приключилась какая-то беда и просто умоляет срочно перевести ему деньги. Часто мошенники размещают объявления на разных сайтах покупки или продажи какого-то товара, например на OLX. Поэтому будьте внимательны. Поэтому если вам звонят с каких-то неизвестных номеров и представляются сотрудниками банка, какой-либо службы безопасности, или же говорят, что это кто-то из ваших родственников, но вы не узнаете ни голос, ни манеру общения, скорее всего вы попали в руки мошенников. Будьте предельно осторожны и не спешите сразу же переводить куда-то деньги. Постарайтесь все же дозвониться в банк, которым пользуетесь, или к родственнику, который якобы в беде, и выяснить, все ли у него нормально. Не стоит паниковать и принимать поспешные решения, особенно когда вы впервые видите номер, с которого вам звонят. А еще есть различные более изощренные способы мошенничества, которые на первый взгляд вообще ничего общего с аферами не имеют. Так, например, недавно в столице появилась интересная схема, главными участниками которой являются красивые и милые девушки. Суть в том, что девушка находит свою жертву в Instagram, Facebook, Tinder и так далее, заводит разговор под предлогом, что вы якобы ей понравились и она бы хотела ближе познакомиться. Далее она предлагает встретиться в лаунж-баре, который недалеко возле ее дома. Так, со слов одного из пострадавших, он пришел с новой знакомой в бар и ничего подобного не ожидал. За несколько коктейлей для своей спутницы, чай и кальян ему выставили счет в 7000 гривен. Естественно, парень возмутился и отказался платить эти деньги. Пока начались типа разборки с администрацией заведения, девушка растворилась, а само заведение закрыли на ключ и силой, удерживая парня, требовали у него рассчитаться за прекрасный вечер. Понятное дело, что в данной схеме задействованы сотрудники заведения, так что будьте осторожны, а то даже приятный ужин в компании прекрасной незнакомки может оказаться целой аферой и разводом на деньги. И это, друзья, только парочка примеров популярных махинаций. Конечно, многие мошеннические схемы плавно перебираются со столицы и в города поменьше, но как ни крути, я уверен, что Киев был и будет явным лидером среди всевозможных преступных организаций. А какие еще есть хитроумные мошеннические схемы, особенно скрытые и неочевидные, такие, что вероятно вы бы никогда не догадались сразу, что это разводняк. Поделюсь, если видео наберет не менее 300 лайков, ведь мне есть что вам рассказать. Так что жду ваши лайки и комментарии под этим видео. И не забывайте подписываться на мой канал, а также на мой инстаграм. Будьте бдительны, внимательны и осторожны. И до скорого, друзья!